Всем привет! Добро пожаловать на первый урок по C-Code от C-Code Education Team. В этом уроке вы узнаете о самых базовых вещах для начала работы в C-Code, а именно, что такое C-Code и для чего он нужен, где скачать и почему именно C-Code, разбор меню в C-Code и настройки, работа с проектами, экспорт APK AAB, C-коины. Начнем. C-Code — это платформа для создания игр и приложений. Программирование осуществляется блоками, то есть учить языки и разбираться в сложных интерфейсах движков не надо. Скачать C-Code можно прямо из Google Play. Там последняя версия. Сейчас C-Code — самый функциональный и мощный конструктор на Android. Он не сложен, но близок к реальному программированию, позволяя делать те же действия, что и полноценные движки или языки. В C-Code очень много блоков. Есть блоки как с функционалом из Solar 2D, а именно на нем C-Code и написан, так и самописные блоки, дающие уникальный функционал. Когда вы скачали C-Code, стоит разобраться с его интерфейсом. На главном экране вас встречают несколько кнопок, такие как продолжить редактирование проекта, мои программы, мой робопес, настройки. Начнем с настроек. В них можно выбрать язык приложения, настроить подтверждение удаления, высоту нижней границы и многое другое. Следом идет мой робопес. Из важного тут можно выбрать тему, а также есть вкладка обучения. В ней располагаются уроки по C-коду. Теперь перейдем к проектам. Тут вы можете создавать, импортировать, удалять, переименовывать, в общем, управлять проектами. После создания проекта вы обнаруживаете много различных вкладок, имеющих разное назначение. Начнем по порядку. Скрипты. В них мы будем делать весь код проекта. Нажимаем на плюсик и создаем скрипт. Для создания папки включите соответствующую галочку. Папки нужны лишь для удобной сортировки. Чтобы переименовать папку, зажмите ее. Чтобы удалить, сотрите имя папки. В конце подтвердите действие. Для переименования и удаления скриптов есть отдельные кнопки в выпадающем меню справа сверху. Переименование и удаление во всех последующих разделах аналогичны скриптам. Также в выпадающем меню можно копировать и отключать скрипты, вставлять скрипты из буфера и восстанавливать старые версии из бэкапов. Создаем любой скрипт и заходим в него. Нажав на плюсик, нас встречают меню блоков. Для примера можем выбрать нужный блок, нажав на него, и добавить его в наш скрипт. Но об этом подробнее поговорим в следующих уроках. Спрайты. Сюда можно добавить любую картинку и потом использовать ее в проекте. При добавлении есть возможность указать, что спрайт является пиксельным. Это нужно для того, чтобы пиксельные спрайты не сглаживались и не превращались в кашу. Уровни на данный момент не работают. Будут представлять собой визуальный редактор карт. Впоследствии уровни можно будет загружать, выгружать и делать многие другие действия с ними. В звуки, видео и шрифты вы можете добавлять аналогичные ресурсы по их названиям. Ресурсы. Сюда вы можете добавить различные другие файлы и использовать их в проекте. Например, это могут быть заранее заготовленные JSON-таблицы или какой-либо Lua Solar 2D код, который впоследствии можно запустить через API метод. Настройки проекта. Очень важная часть. Тут можно установить версию, имя пакета, а также иконку и ориентацию вашего проекта. Дальше разберемся с экспортом, билдом в APK и AAB. Экспорт позволяет экспортировать ваш проект в память устройства для последующего импорта обратно в C-Code или хранения где-либо в памяти или на облаке. Сбилдить APK. Нажав на эту кнопку, начнется сборка вашего проекта в APK-файл. Перед этим надо правильно установить настройки проекта. Сбилдить AAB. То же самое, только создает файл вида AAB. Формат используется для Google Play. То есть, имея аккаунт разработчика, вы спокойно сможете выложить свою игру в Play Market. Для ААБ обязательно настройте ключ разработчика. Тестовым ключом подписать ААБ нельзя. Также для билда в АПК и ААБ нужны C-коины. Это виртуальная валюта C-Code. Получить ее можно, смотря рекламу во вкладке «Мой робопес». Также за эти C-коины можно покупать одежду и аксессуары вашего робопса. На этом все. В этом уроке мы разобрались с C-Code и с основами его интерфейса. Команда C-Code Education только начала свою деятельность. Если вы хотите больше подобных видео, не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на наш канал. Вы также можете узнавать о предстоящих роликах, общаться со мной и моей командой на моем Discord сервере. Ссылка в закрепленном комментарии или в описании канала. В данном видеоролике помимо меня участвовал Fly Designer. Спасибо ему за помощь с написанием сценария и созданием монтажа с превьюшкой. Он большой молодец. Это Fly, и от себя хочу добавить, что заходите на мой канал, ведь там выходят интересные познавательные видео про C-Code с отличным монтажом.